На протяжении эпохи динозавров сухопутные, морские и летающие ящеры разных видов и размеров расселялись по всей планете. Многие регионы Земли в то время сильно отличались от привычных нам сегодня ландшафтов. Но и тогда существовали места, не очень пригодные для жизни. Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как динозавры и их родственники приспосабливались к жизни в пустынях, болотах, высокогорьях и приполярных зонах. Вы узнаете о необычных эволюционных механизмах и открытиях, сделанных учеными, изучавшими этих необычных для своего времени существ. Подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте отмечать понравившиеся ролики при помощи лайков и оставлять под ними свои комментарии. Эти действия помогут в продвижении и развитии канала. Также ваша активность позволит увидеть наши выпуски другим любителям науки из разных стран. В далеком Мезозое наша планета выглядела совсем не так, как сейчас. В начале эпохи динозавров все континенты были объединены в единый суперконтинент Пангея, а к ее завершению они уже были расположены почти на тех же местах, что и в наши дни. Но многие ландшафты были похожи на те, в которых обитают современные животные. Правда, все они обладали своими особенностями. Далее расскажем о самых распространенных экосистемах и более подробно остановимся на обитателях, наименее комфортных для жизни. Обширные территории Пангеи были заняты травянистыми равнинами. Назвать их так можно только условно, ведь самой травы тогда на Земле еще не было. Ее роль выполняли низкорослые папоротники. По этим равнинам бродили стада различных цератопсов, гадрозавров и орнитоподов. Именно на них активно охотились тероподы, вроде тираннозавров. Большое количество динозавров обитало на низменных и постоянно затапливаемых равнинах Европы мелового периода. Такими водно-болотными угодьями были покрыты огромные территории. Постоянно подпитываемые стекающими с гор и холмов осадками, они были настоящим раем для травоядных. Крошечные гипсилофодоны бродили по ним, поедая различные хвощи и папоротники. Одним из самых необычных динозавров, обитавших на болоте, был дейнохейр. Этот крупный орнитомимозавр проживал на территории современной Монголии в конце мелового периода. Его длина достигала 11-12 метров, а рост мог превышать 4 метра. Весил этот гигант до 5-7 тонн. Строение тела этого теропода говорит о том, что он не мог быстро бегать. Но интересен он не этим, а строением своих передних конечностей. Мало того, что дейнохейр был самым крупным из орнитомимов, он еще и обладал самыми длинными передними лапами среди всех тероподов. Их длина составляла более 2 метров, и оканчивались они 3 очень длинными когтями. Скорее всего, использовались они не столько для защиты, сколько для пригибания деревьев, с которых динозавр при помощи клюва срывал листву. Но питался дейнохейр не только растениями, но и рыбой. При жизни на болотах такая диета была просто оптимальной.
Также, благодаря болотистой почве местности, где сейчас расположен немецкий город Тюбингем, ученым удалось обнаружить и изучить нового динозавра, названного тюбингозавр. Этот ящер относится к платеозавридам, похожим на завроподов, но не родственным им динозавров из позднего Триаса. Из-за плохой сохранности всех найденных до этого образцов ученым было сложно подробно описать эту группу динозавров. Но тюбингозавр сделал науке настоящий подарок. Судя по всему, он утонул в болоте, упав на бок, и половина его тела, оставшаяся под слоем ила, не стала добычей падальщиков или хищников. Вдоль рек и болот эпохи динозавров произрастали пышные прибрежные леса. Они давали приют самым разным видам животных того времени. Наиболее известны прибрежные леса формации Моррисон в США. Именно здесь были обнаружены первые останки диплодока и аллозавра. В основном прибрежные леса затапливались только в период разлива рек и болот, но некоторые лесистые территории были заболочены постоянно. В таких болотистых лесах раньше, чем в других экосистемах, появились первые цветковые растения. Также в этих затопленных зарослях паслись огромные стада утконосых динозавров. Такое количество добычи привлекало плотоядных ящеров всех размеров, от троодонов до тираннозавров. Жизнь кипела и в самих водоемах. Конечно, реки и озера были вотчиной различных водных рептилий, амфибий и крокодиломорфов. Но многие динозавры также активно охотились на подводных жителей. Наиболее ярким примером такой адаптации является спинозавр. Сейчас у ученых практически нет сомнений, что этот гигантский теропод вел полуводный, а может даже и полностью водный образ жизни. Не сильно отстали от него и такие родственные виды, как барионикс, живший в Европе, и зухамим из Северной Африки. Все они обладали крокодилоподобными мордами с длинными пастями и тонкими острыми зубами, позволявшими ловить и удерживать рыбу или другую плавающую в воде добычу. Жили динозавры и на берегах морей или океанов. Правда, располагались эти берега совсем не там, где сейчас. Например, один из обнаруженных в США путей миграции стадных травоядных динозавров пролегал по берегу внутреннего моря, которое в меловом периоде располагалось на территории штатов Колорадо и Нью-Мексико. Сейчас ближайшее морское побережье расположено в Калифорнии. Возможно, мигрирующим динозаврам эти места понравились бы намного больше. Выжить в пустыне сложно для любого живого организма. Но и сейчас, и во времена динозавров находились любители такого экстрима. Если Сахара в то время была покрыта зелеными джунглями, то пустыня Гоби в Средней Азии уже представляла собой настоящее песчаное море. А пустынный климат из-за почти нулевой влажности способствует хорошей сохраняемости органических останков. Также слой песка предохраняет кости от растаскивания другими животными. Именно там были найдены такие динозавры, как протоцератопс,
авираптор и велоцираптор. Причем одна из окаменелостей представляет собой велоцираптора и протоцератопса, которые сцепились между собой. Предположительно, песчаная буря накрыла двух динозавров в момент схватки. Также есть вероятность, что на момент погребения под слоем песка оба ящера были уже мертвы, нанеся друг другу смертельные ранения. Давайте попробуем понять, как эти динозавры выживали в суровых условиях мезозойской пустыни. Протоцератопс был достаточно примитивным по сравнению со своими североамериканскими родственниками трицератопсами. Сначала считалось, что он был предком остальных цератопсов, за что и получил свое название. У него не было ярко выраженных рогов, только мощный кожистый воротник. Одной из его функций ученые считают отведение излишков тепла, что в пустыне является залогом выживания. Авирапторы и велоцирапторы были небольшими хищными тероподами. Весили они не более 20 килограмм и были покрыты перьями. Это свидетельствует об их вероятной теплокровности. Перья обеспечивают современным птицам хорошую терморегуляцию. Видимо, эту же роль они играли и для динозавров. Наиболее вероятно, что эти ящеры не были исключительно пустынными жителями. Скорее всего, большинство из них обитало в полупустынях и редколесьях. А вот такой небольшой теропод, как шувуя, вероятно, был именно пустынным жителем. Его останки тоже нашли в пустыне Гоби. Изучив их, ученые были удивлены поразительным сходством с птицами. В принципе, слово «шувуу» и означает «птица». Весил этот миниатюрный альварес-завр не более 1-2 килограммов, имел рост до 25 и длину тела до 70 сантиметров. Считается, что шувуя обладал хорошим слухом и зрением и вела преимущественно ночной образ жизни. Анализ глаз, жившего рядом велоцираптора, говорит, что он был скорее сумеречным хищником. Поэтому шувуя заняла нишу, которую сейчас занимают совы. Наверное, одними из самых комфортных для проживания экосистем эпохи динозавров были берега мелководных морей и лагуны, образованные рифовыми цепями. Подобные места и в наше время густо населены самыми разными живыми организмами. Лагуны, в которых проживали разные виды птерозавров, а также компсогнаты и археоптериксы, имелись, например, на территории современной Европы. Останки всех этих животных отлично сохранились в слое ила на дне или по берегам водоемов. Яркий пример такой экосистемы – лагуна, обнаруженная в местечке Зольнхофен в Германии. Про динозавров, обитавших в горах, сейчас известно не очень много. Примером высокогорного динозавра может служить такой вид, как андезавр. Останки этого завропода были найдены в южноамериканских Андах, но, судя по всему, селились они вдоль берегов рек и болот. Это был относительно некрупный, стадный завропод. В длину он достигал 15-20 метров и весил не более 7 тонн. Популяции животных, ведущих замкнутый образ жизни на островах,
в процессе эволюции приобретают свои особенности. Часто эти изменения выражаются в уменьшении размеров тела и общей примитивизации живых организмов. В качестве примера можно привести и карликовых мамонтов с острова Врангеля, и хоббитов с острова Флорес, о которых мы не раз упоминали в своих роликах. В эпоху динозавров тоже существовали острова, и на них обитали свои оригинальные виды животных. Примерно 100 миллионов лет назад на территории современной Румынии располагался остров Хацек. На нем проживали карликовые титанозавры, названные мадьярозаврами, и примитивные орнитоподы – тельматозавры. Также здесь были найдены останки гигантского птерозавра – Хацегоптерикса, но для него острова могли служить только временным пристанищем на пути сезонных миграций. В конце мелового периода в приполярных регионах планеты климат был хоть и не таким холодным, как сейчас, но уже достаточно суровым. Динозаврам, обитавшим близко к северному и южному полюсам, пришлось приспосабливаться к этим непростым условиям. Показательным и при этом хорошо изученным местом в этом плане является Аляска. На территории этого штата найдено немало самых разных видов динозавров. В то время климат здесь, несмотря на то, что полуостров уже располагался за полярным кругом, был значительно мягче, чем сегодня. Поэтому Аляска была населена даже плотнее, чем сегодня. И всем этим животным приходилось выживать в условиях полярной ночи и минусовых температур. Среди наиболее известных динозавров, обитавших на Аляске, можно выделить следующие виды: пахиринозавр, эдмонтозавр, нанукзавр, троодон, завронитолест. Кроме динозавров в приполярных лесах, состоящих из примитивных хвойных деревьев, в конце мелового периода обитали и первые млекопитающие. Типичным для этого региона существом был уннуакамис. Это небольшое животное является дальним родственником современных опоссумов. Как же всем этим древним обитателям приполярных районов удавалось пережить полярные ночи и холодные зимы? В животном мире нашего времени существует несколько механизмов, позволяющих разным видам живых существ справиться с этими проблемами. Некоторые из них впадают в зимнюю спячку, замедляя свой метаболизм и экономно расходуя накопленные запасы подкожного жира. Это явление не редкость для рептилий, которыми, по сути, и были динозавры. Но реальных находок динозавра, спящего в уютной берлоге, ученым сделать пока не посчастливилось. Еще многие современные животные, обитающие в приполярных областях, в холодное время года мигрируют в более теплые и насыщенные кормом места. Так поступают, например, северные олени. Но даже среди них есть популяции, живущие в экстремальных условиях постоянно. Доказано, что такими же оседлыми травоядными были жившие на Аляске эдмонтозавры. Для этого ученые сравнили строение костей эдмонтозавров с Аляски и из других мест. К счастью, эти ящеры были распространены вплоть до нынешнего штата Колорадо.
Известно, что кости животных имеют структуру, похожую на годовые кольца на деревьях. В неблагоприятные периоды на них образуется более тонкий слой кальция. На костях аляскинских видов имеется ярко выраженная полосатость. Кроме того, выяснилось, что к моменту наступления полярной ночи детеныши эдмонтозавров были еще слишком малы для того, чтобы выдержать длинное путешествие на юг. Для сравнения, детеныши мигрирующих северных оленей к моменту начала миграции намного ближе к взрослому состоянию. Доминирующим хищником на Аляске мелового периода был нанукзавр. Иногда его называют карликовым тираннозавром. В переводе с одного из местных наречий нанук означает «белый медведь». Часто реконструкции показывают этого теропода покрытым коротким белым пухом. Но на самом деле в распоряжении ученых имеется не так много останков нанукзавра. Он является классическим двуногим плотоядным динозавром длиной до 7 метров и массой около 2 тонн. Карликовые размеры, приписанные нанукзавру изначально, в результате были пересмотрены. Сначала исследователи думали, что в условиях сурового климата размеры динозавров были очень небольшими. Но более поздние реконструкции показали, что размер взрослого нанукзавра вполне сопоставим с другими не самыми большими тираннозавритами. Не менее населенными в эпоху динозавров были и южные приполярные регионы. В это время климат в Антарктиде был ближе к умеренному, а сам континент покрыт обширными лесами. Сейчас искать останки динозавров под многометровыми льдами практически невозможно. Но иногда природа радует ученых необычными находками. Во время летней оттепели 1990-1991 годов был обнаружен череп и несколько костей арктического теропода, названного впоследствии криолофозавром, что означает «замороженный ящер с гребнем». На черепе этого хищника длиной до 8-9 метров и массой около 900 килограммов на самом деле имелся гребень причудливой формы. Предназначен он, скорее всего, для привлечения противоположного пола. Возможно, в будущем люди откроют еще немало динозавров, живших в Антарктиде. Но пока этот континент скрыт под толщей льда, мы можем понять, как жили обитатели приполярных регионов, глядя и на останки ящеров, найденных в Австралии. В эпоху динозавров этот континент был намного ближе к Южному полюсу, чем сейчас. Там тоже были полярные ночи и холода. Примерами приспособленности к таким непростым условиям жизни могут служить такие виды, как лиэллинозавра, обладающие очень большими глазами, и минми, карликовый и, предположительно, хладнокровный анкилозавр. Природа на нашей планете устроена так, что живые организмы стараются заселить каждый ее уголок, от дна Марианской впадины до вершины Эвереста. Ничем не отличались в этом плане и животные эпохи динозавров. Поэтому очевидно, что с развитием науки и появлением новых данных мы узнаем о новых, необычных видах из мезозоя, живших там, где, казалось бы, выжить просто невозможно.
Именно это умение приспосабливаться к любым изменениям окружающей среды позволило появиться всем современным видам, в том числе и людям. И сейчас люди тоже живут в горах, пустынях и даже за полярным кругом. А возможно, в будущем нам предстоит приспосабливаться к длительным путешествиям через глубины космоса и непривычным условиям жизни на других планетах. В завершении выпуска мы традиционно благодарим зрителей, которые досмотрели его до самого конца. Из других роликов, размещенных на канале «Эпоха динозавров», вы можете узнать много интересного о жизни других живых существ из разных эпох, истории их открытия и изучения. Также в них рассказывается о необычных современных взаимоотношениях человечества с природой и различных экологических проблемах.